У нас есть вот такой вот рибай травяного откорма. И мы будем готовить рибай. Но не обычный рибай, а так называемый рибай кэп. Сейчас я покажу, что это такое. Вот как выглядит рибай травяного откорма. На срезе видно, что нет никакой мраморности, это чистое мясо. Кроме того, видно, что рибай, он не целостный, он состоит из каких-то частей. В принципе, об этом можно почитать в интернете, найти много информации, но нас интересует часть, которая называется кэп или крышка. Мы ее постараемся отделить от рибая и приготовить отдельно. Такой стейк считается самым дорогим, потому что его мало в рибае, но в то же время он считается самым вкусным. Видно, что рибай состоит из нескольких мышц. Эти мышцы легко отделяются руками. Для этого не нужен нож, либо какой-нибудь маленький ножик нужен для того, чтобы подрезать пленки. Вот. Но начальная разделка производится руками. То есть видно, как хорошо рибай разделяется на части. Обычно рибай готовят целиком, и все вот эти вот внутренние прожилки, пленки остаются в уже приготовленном стейке, и их приходится во время еды так или иначе извлекать, потому что они несъедобные. Хотя рибай выглядит, любой рибай выглядит хорошо, но если посмотреть на то, из чего он состоит, то многое можно убрать. Вот эти вот все пленки, все внутренние пленки нужно убирать. Вот видно, что мы разделили рибай на две части. Нас интересует вот эта часть, которая называется рибай кэп, крышка рибая. Все вот эти вот пленки нужно убирать. Скорее всего, профессиональные мясники делают это намного быстрее и качественнее. Но принцип должен быть такой, что как можно больше соединительной ткани, этих пленок должно быть убрано. Вот видно объем всего того, что было с него снято. Вот из 4-килограммового рибая у нас получился максимум килограммовый стейк. Солим наш стейк, рибай кэп, добавим перца. Наш стейк рибай кэп был завакуумирован и готов к приготовлению. Мы его закинем в су-вид при температуре, я думаю, около 55 градусов. Наш рибай готов к процессу су-вид. Измеряем температуру, как раз около 55, может быть чуть-чуть больше. Так как рибай холодный, он сейчас остудит воду, и как раз получится около 54 градусов. Ждем 2 часа, и он будет готов. Как любое мясо, которое только что достали из сувидницы, он имеет абсолютно ужасный вид. Вот как он выглядит.
Пусть вас не вводит в заблуждение ужасность этого вида. Это мясо абсолютно готово. И наша задача придать ему аппетитный вид. Для этого мы придумали использовать вот эту сковородку. Это стальная сковородка, не чугунная. Она не терпит больших температур. Но нам важна, в общем-то, в большей степени красота. Сверху мы решили придавить наш рибай кэп вот такой крышкой. Она достаточно тяжелая. То есть наша тактика такая. Мы раскалим эту сковородку. Мы не будем сюда класть масло, потому что сковородка стальная. И это достаточно бесполезно. Вот. Стейк наш достаточно тонкий. Нам нужно будет буквально несколько минут на каждой стороне, чтобы обжарить наш стейк, и он будет готов. Вот я разрезал стейк. Видно, что мясо абсолютно готово. И в то же время оно не пересушено. И он как раз поместится на нашу сковородочку. Сейчас я покажу, как определить правильность нагрева сковородки. Нужно капнуть капельку воды. И шарики воды должны бегать по сковородке, а не растекаться. Температура сковородки такая, что вода парит над сковородкой. То есть она не растекается. Вода не может соприкасаться со сковородкой. Значит, она достаточно раскалена. Наш рибай кэп. Я его кладу сюда. И он моментально приклеивается к сковородке, потому что нету ни жира, ни масла, ничего. Сверху придавливаем крышкой. Ждем буквально несколько минут. Процесс достаточно чистый, потому что у нас нету масла, ничего не разбрызгивается, нету никаких запахов, кроме чистого запаха жареного мяса. Прошло еще пару минут, и наш стейк готов. Мы его перекладываем назад на доску, чтобы мясо немножко отдохнуло. И ставим второй стейк. Второй стейк тоже готов. Снимаем его. Видно, что корочка есть. Пусть он отдохнет. Мы сверху обмажем стейки трюфельным маслом. Сливочное масло — это всегда отличное дополнение к стейку. А трюфельное сливочное масло тем более. Процесс достаточно занимательный, потому что можно прямо почувствовать, как стейк вбирает в себя все ароматы трюфеля. Разрежем и посмотрим, каков он внутри. Не пережарили ли мы его. Видно, что прожарка идеальная, сочность сохранилась, и в то же время есть прекрасная корочка, которая даст дополнительный вкус. Ну что, посмотрим, что у нас получилось. Стейк режется. Конечно, это банально, мы это всегда говорим, но он режется как масло. Не, ну вот он явно такой волокнистый все-таки, очень неплотный. Это фантастика. Необычно.
Очень вкусно. Необычно для рибая действительно то, что нет действительно никаких прожилок, он весь однородный, как филе миньон, Да, он похож чем-то на филе миньон. но все-таки он более плотный, чем филе миньон. Мясо очень мягкое, но оно имеет структуру. Но при этом оно очень вкусное. Оно вкуснее, чем филе миньон. В нем есть вкус. Ну, вкус трюфельного масла еще. Да, трюфельное масло. Трюфельное масло совсем чуть-чуть, оно не забивает. Вкус. И корочка тоже играет свою роль. Если бы меня спросили, стоит ли делать рибай кэп, я бы сказал, стоит. Однозначно. Однозначно. Это очень дорогой стейк. Даже не по деньгам. Он требует больших трудозатрат. Разделка мяса, зачистка занимает колоссальное количество времени. Да, но того стоит. Да, это нужно испытать. Остановиться сложно. Ну, невозможно. Все, баста. Я больше не могу.